Приветствую вас на моем канале «Две войны». Даже сегодня историки не могут внятно ответить на вопрос о планах Третьего Рейха на территории Советского Союза. В основном они отталкиваются от всем известного плана ОСТ и забывают о том, что были и другие. И в этом видео я расскажу об основных планах Германии на советские территории в случае победы. Кстати, вокруг самого плана ОСТ ведется так много дискуссий по причине того, что у него было аж 6 вариантов. Окончательного официального документа не существует, а в 1943 году его вообще забросили. Первый план называется «Зеленая папка» или «Альденбург». Автором этого плана стал аппарат Германа Геринга. Основной акцент там был поставлен на экономический сектор, а вот основные пункты данного плана. Все запасы сырья и оборудования на территории от границы Советского Союза до Урала должны быть перевезены в Германию, а все лишнее или бесполезное требовалось уничтожить. Следующий пункт. Вся территория до Урала должна быть разбита на 7 самостоятельных государств под властью Германии. И заключительный пункт. Главная задача этих территорий – быть аграрным сектором Третьего Рейха. Возможно, причина в черноземе, которого так много в этой части России. А вот что писал сам Геринг об этом плане. Использование подлежащих оккупации областей должно производиться, в первую очередь в области продовольственной и нефтяной отрасли. Получить для Германии как можно больше продовольствия и нефти – такова главная экономическая цель кампании. В принципе, такую политику немцы и проводили на занятых ими территориях. Но из-за постоянных боев и изменения линии фронта наладить экономику на нужный лад им так и не удалось. Второй план – это план Маркграфств. Этот план колонизации территории СССР был разработан в мае 1942 когда немцы еще верили в свою скорую победу в войне. Его автором выступил Институт сельского хозяйства при Берлинском университете, а сам план был отправлен Гиммлеру для ознакомления. Сейчас я вкратце расскажу, в чем суть этого плана. Первый пункт. Полная колонизация СССР должна была длиться 25 лет. Второй пункт. Большую часть жителей требуется вывести из городов в сельскую местность для работы на аграрных предприятиях. Все это предполагалось вывести в систему маркграфств, или территории без немецкого населения под контролем Третьего Рейха. Первыми должны быть Ингерманландия, то есть Ленинградская область, следующим Готенгау, это Крым и Херсон, и Мемель, это Литва. Ну а в остальных городах планировалось создать опорные пункты для связи маркграфств друг с другом. Если говорить простым языком, они планировали превратить эту часть СССР в большой аграрный комплекс, как в предыдущем плане. Третий план. План Ветцеля. В апреле 1942 был готов еще один план по контролю за советскими территориями. Его автор выступил доктор Ветцель. Этот план затрагивал в основном вопросы населения Советского Союза. И вот что он предлагал. На территории до Урала оставить всего 14 миллионов славян и назначить им 4,5 миллиона немцев в качестве начальников. Остальных славян он планировал отправить за Сибирь. Планировалось, что со временем эти славяне станут немцами. Во-вторых, он предлагал пересмотреть славян на наличие арийских корней и отмечал в них многие арийские качества, такие как благородная сдержанность, холодная деловитость, умеренность и самообладание. Ну а помимо славян он предлагал оставить в центральной части еще 35% украинцев и 25% белорусов. Но несмотря на эти утопичные планы, им не суждено было сбыться, ведь неудачи на войне шли одна за другой, да и эти планы были не приняты на официальном уровне. Все, что я сейчас перечислил, было просто планами на бумаге, которые не сбылись из-за поражения Третьего Рейха. Но были и те задумки, которые немцы успели частично воплотить на оккупированных территориях. И здесь речь идет о рейхскомиссариатах. Всем известно, что немцы народ практичный. Они всегда знают, что делают и грамотно планируют свою деятельность. Еще до вторжения в СССР было определено, как поступить с оккупированными территориями. Их предлагалось разделить на 6 рейхскомиссариатов. Что же такое рейхскомиссариат? Это владение Третьего Рейха или генерал-губернаторство. Не часть Германии, а ее подконтрольная колония. 2 таких колонии были реально созданы в 1941 году, и немецкая администрация управляла им вплоть до 1944 года, когда пришлось отступать под ударами Красной Армии. Для начала поговорим о рейхскомиссариатах, которые были созданы на оккупированной территории СССР и функционировали. Остланд и Украина. Первым был создан рейхскомиссариат Остланд. 17 июля 1941 года его возглавлял влиятельный нацистский чиновник, член НСДАП с 1923 года Генрих Лозе. Его штаб-квартира располагалась в Риге до осени 1944 года, когда германской администрации пришлось бросать все и бежать от наступающих советских войск. В состав рейхскомиссариата Остланда вошли Эстония, Латвия и Литва, а также большая часть Белоруссии и Польши. Кроме германской администрации, в прибалтийских республиках были созданы и местные органы властью, которые были полностью подконтрольны немцам, естественно.
В Беларуси тоже началось заигрывание немцев с местными. Была создана Белорусская Центральная Рада, но это не сыграло никакой существенной роли, ведь перелом в войне уже произошел, и дни Остланда были сочтены. Рейхскомиссариат Украины просуществовал с сентября 1941 года по август 1944 года, а официально он был ликвидирован аж 10 ноября 1944 года. Все это время его возглавлял Эрик Кох, член НСДАП с 1922 года, или эффективный управленец, который был известен своей решительностью, использованием репрессий и жестокостью в решении любых вопросов. Но именно жестокость оккупационного режима и привела к резкому усилению антинемецких настроений в Украине. Никакие пропагандистские заверения германской администрации о том, что она обеспечит украинцам достойную мирную жизнь, не могли перевесить ее реальных дел. Сначала столицей Рейхскомиссариата Украины был город Ровно, а потом Киев. Затем снова пришлось вернуться в Ровно, а потом бежать оттуда на запад. Часть украинского Причерноморья была отдана Румынии, а румынские власти тоже там создали свои органы. Крым зарезервировали для будущей немецкой колонизации, а Галицию, то есть Западную Украину, отдали под управление генерал-губернатора Польши. Теперь мы поговорим о планируемых рейхскомиссариатах. Они фигурировали в планах Третьего Рейха, но до реального создания этих рейхскомиссариатов дело так и не дошло. Но стоит сказать, что аппараты управления ими были сформированы еще в 1941 году. Рейхскомиссариат Московия со столицей в Москве должен был возглавить Зигфрид Каше. Дон Волга со столицей в Ростове-на-Дону, Дитрих Клягес, Кавказ со столицей в Тбилиси, Арно Шикиданс. А Туркестан был самым гипотетическим из рейхскомиссариатов на территориях, которые планировалось забрать у СССР. Эту колонию Третьего Рейха хотели создать на базе советских республик Средней Азии. Управлять ею должен был узбек Вели Каюм. Он с юности жил с немцами, и в 1922 году его в составе группы советских студентов послали учиться в Германию, и он отказался возвращаться назад. В целом, план оккупации предполагал провести восточную границу по линии Архангельск-Астрахань, и большая ее часть прошла бы по Волге. Этот рубеж хотели максимально укрепить и насытить авиабазами для бомбардировок промышленных центров разгромленного осколка СССР на Урале, чтобы не допускать его военного усиления. Но история, как всегда, расставила все на свои места. А планы по созданию рейхскомиссариатов так и остались мечтами германских нацистов, головы которых вскружили военные успехи в Европе. А как вы думаете, насколько реальными были эти планы? Свое мнение пишите в комментарии, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Все это очень поможет в его продвижении. До новых встреч!